Дорогие друзья, приветствуем всех на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы вдвоем с товарищем генералом отправляемся на раскопки. Едем вновь на некогда затопленный немецкий поселок, там где были в последний раз. Попробуем сегодня пошурфить вдоль фундамента дома. В принципе, находки, кто смотрел прошлое видео, были очень интересными. И мы решили продолжить разрабатывать данное направление. Я думаю, что-нибудь интересное, бытовое обязательно сегодня будет. Уже окружающая среда наливается осенними красками. Посмотрите, деревья наконец-то начали обретать характерный для сезонности окрас. Уже и желтые цвета, и где-то красные появляются. А то было все зеленое, друзья. Будем воевать с комарами, да, товарищ генерал? Так точно. Потому что сегодня машина показывает 13 градусов. Выезжали мы в 6:30 утра. Светает уже позже, поэтому и выезжаем чуть попозже. Но тепло. Я надел на себя столько одежды, боялся, что замерзнем, но тут тепло. В прошлый раз комары начались с обеда, когда солнце встало, а тут, наверное, с самого утра будет. Так что будем противодействовать им. Ну а вы не переключайтесь, обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. Пишите ваши комментарии и ставьте пальцы вверх. Приятного просмотра, дорогие друзья. Да, садитесь поудобней, кофе, чай и смотрите. И плюшечки всякие. Да. Все, поехали. Чудес, друзья. Приехали с генералом. Все, достали, все. Лопаты нету, моей. Мы в прошлый раз на Антоновом автомобиле ездили, я приехал, а у меня машины не было, жена уехала, и я все домой затащил. Потом потихоньку сапоги, прибор перенес машину, а про лопату забыл. Приехал, ехали целый час вот по такой дороге. Блин, я вообще в шоке. Ладно, как-нибудь будем с генералом одной лопатой работать. Ну, у него совок есть, в принципе, мы шурфить будем. Как-нибудь сейчас будем справляться. Так что, друзья, приключения начинаются. Там фундамент. Вот тут и будем лазить. Первая находка. И чтобы вы подумали, наш любимый раскладной ножик, только на этот раз, похоже, с костяной ручкой, и рыбка присутствует, та, про которую я говорил все время. Сейчас его щеткой подработаю и посмотрим, в раскрытом виде причем. Вот она, та самая рыбка, латунная вставка. Наверное, из рога рукоятки, хотя могу ошибаться. Какая облицовка, печная, наверное. Узоры какие. И тут же рядом звонился вот такой вот сигнал. Увеличилка, судя по всему. Куда-то накручивалась. Генерал женскую туфлю откопал. Железо, да? Спереди набойка железная. И сзади железная. Нет, это тоже. А сзади пошкребите железо. Ага, а спереди? Железная. Специально для чечетки обувь. Места эти довольно отдалены от цивилизации. Места гиблые, болотистые. Кто смотрел прошлое видео, помнят, как Антон провалился просто на ровном месте, практически по пояс, и начало засасывать. Одному здесь никак нельзя. Какая-то бирка с буквами. Сейчас попробуем почистить, почитаем, что там.
Алюминиевая, главное. Эл Мааб или Маас или Илон Маск, непонятно. Какая-то бирка была. Ну, толстая, главное. У генерала такая находка выскочила. Топорик кухонный. Такой можно восстановить будет, Да, как вы без думаете? проблем. Он блестеть будет потом. Генерал... Который ты тогда дал, я восстановил, и мы Антону подарили его. Да, а на днем Немецкий. Германика. Тут и клейма могут быть. Все возможно. Зачетец. Ближе к фундаменту сигналов очень много. Все в кирпиче и все в ямах. Поэтому ходим немного с оттяжкой, немного поодаль от фундамента. Чего не ожидал, того не ожидал. Когда ехали с генералом, я ему говорю, давно мы такого не находили. Смотрите, друзья, вот такая находка, вот зачет. Верховая. Посмотрите-ка. Опа. Я тут по ней съездил или нет, не знаю. Вот такая табличка зачетная. Это кайф, ребята. Самый настоящий кайф. Это зачет. Вот такая тема. Алюминий, готика, орел с молниями. Класс. Все выровняется не спеша, помоется и будет зачет. Вообще шик. Я рад. Не выдержал, пошел помыл ее, ребят. Просто. Красавчик. Ост-Пруссия. Чик-чик-чик. Вообще кайф. Я просто доволен. Классная находка. Состояние такое на 4 с минусом. Тут вот небольшая перфорация есть, но это не страшно. Очень радует. Красота. Налил горячей воды, кинул пару таких комочков щавелки, закинул табличку. Друзья, вообще кайф. Просто вот так вот мягенькой стороной губки беру. И вот так вот протираю. Вся краска остается. Вся краска остается. Все лишнее. Посмотрите как. Одной рукой не очень удобно, конечно. Вот так вот. Все лишнее уходит. Ну, вот такая получилась. Потом еще можно подрихтовать будет ее. Конечно же, поровнее сделать. Пять минут работа со щавелкой. Лишняя грязь вся отвалилась. И осталось вот так вот. Смотрите, ребят, слой какой прет. Шампанское, да? Или вино? Но он даже сверху. Фольга еще осталась. Ну, вон всякие ползут. Будем смотреть. Я буду лучше смотреть. О, без надписи. ДБшник. Не, вот она. Сверху есть. Патент, да. Пивной, да? Угу. Музей Паша. Тоже вино. Водяра. Ладно, сейчас в таких кустарниках с генералом пузыречки лезут, ребят, приятные. Такие вообще. Какой-то коко-флюид. Флюиды какие-то, ребят.
Штрассе, что-то там. Герудштрассе. Лефортово. Жесть. А вот, кстати, торф, которым топили, спрессованный. Часто попадается на хуторах немецких. Генерал что-то нашел. Опа. Смотрите, зачет какой. Опа. Вот это шикардос. Красавчик, генерал. Готмитунс. Первушная пряжечка. Зачет. Вот тут, туда пошел, там дом. Угу. И дерево такое поваленное, корни. Угу. Рядом покопано, и вот рядом с покопанным выкопал это. Класс. Вообще зачет. Кто-то пропустил. Там вообще есть, как крапива ляжет, там столько. Друзья, комары обозлились к обеду. Просто ужас. Голова уже как луна. Просто профиль как луна, я не знаю. Ходим с генералом по очереди с лопатой. Пока он прягу мыть пошел. Вот она чистая. Митунцевская. Бог с нами. Само туловище подъело, а накладка шикарная. Зачет. Какой-то сигнал звенел. Копнул. Опа. Вот такой сосуд глиняный вылетает. Это зачет. Вообще класс. Смотрите, корневище подняло. Дерево свалилось, а под ним какие-то, как будто сваи забиты. Непонятно для чего. Может, какое-нибудь озерцо было. Коронационная пуговица. Да. Ага. Снова молоток попался. Здесь развесовка, наверное. 250, что ли, написано. Ой, сколько комаров маленьких, ребят. Ой, все перекопано, ребят. И причем относительно недавно. Может быть, в начале осени или в конце лета копали. Что, кусаются, генерал? Лабиау пробка. Ныне город Полесск. Еле-еле видно. Вон они, видите, что делают. Пришли к машине, ребят. Комары просто заживо съедают. Время, в принципе, обед. Еще ходить и ходить, но уже невозможно. Ну, у меня вот так вот сегодня. Вот эта табличка, это фойер. Это, наверное, это самая страховка. Типа дом застрахован от пожара. По Восточной Пруссии пожарная безопасность. Я думаю, вот так вот, наверное, все это звучит. Ножичек с рыбкой. Пару пуговок. Типа керамических. Пару пфенигов. Вот это вот глиняная бутылочка. Молоток. Вот это бирка самопальная. Эль Маап какой-то, или Маас. Увеличилка и лабиау пробка. И генерал сегодня красава. Выдернул готмитунса первушного. Остальное не хочет показывать. Сказал, нафиг не надо. Хлам этот. Друзья, мы благодарствуем всех за просмотр.
Спасибо всем, кто смотрел, кто досмотрел до конца. Обязательно ставьте пальцы вверх, пишите ваши комментарии. И подписывайтесь, кто еще не подписался. До новых встреч. Ребят, мы шикуем. Смотрите, тут какое-то... Эти кабаносы какие зачетные. Да, кабанос. Кабаносы, да? Это? Кабаносы, так и называется.